Пробка на десятки километров. Просрочка по ипотеке взлетела. На Мизулину донесли. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Боевые заслуги Ахмата пытается присвоить себе Министерство обороны России. Во всяком случае, так считает командир чеченского батальона Апти Алаудинов. В своем вечернем обращении к подписчикам телеграм-канала он пожаловался, что работу его подразделения никто не замечает. Впрочем, кажется, больше Алаудинова взволновало то, что видеоролики Ахмата берут без спроса. Наши беспилотные отряды сжигали технику. Однако наши ролики закидывают на каналы какие-то и рассказывают, как кто-то что-то подбил. Да, это наша общая трансляция. С нее очень удобно всем снять эту трансляцию и закинуть, и сказать, это сделал я. Ну, а в конечном итоге, извините, имейте уже, наверное, какую-нибудь совесть, уже сколько это может продолжаться. Пробка на десятки километров образовалась в Иркутской области. Издание «Астра» со ссылкой на дальнобойщиков пишет, что на трассе Иркутск-Ултук из-за плохой погоды движение остановилось. Некоторые водители стоят в пробке уже третьи сутки. На трассе гололед, а дорожные службы начали посыпать песком только сейчас. А проезд открыли пока лишь для легковых автомобилей. Погода в Иркутской области до минус 18 днем и до минус 32 градусов ночью. Екатерину Мизулину предложили проверить на иностранное влияние. С такой инициативой в своем телеграм-канале выступил вице-спикер Государственной Думы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Дованков. Поводом для доноса послужило предложение Мизулиной разблокировать в России Твиттер, также известный как X. Глава Лиги безопасного интернета считает, что политика США меняется, а с ней меняется и степень опасности этой социальной сети для россиян. Дованков в ответ на это предположил, что Мизулина чересчур очарована новой администрацией Соединенных Штатов. Журналист Александр Плющев прокомментировал этот конфликт в своем телеграм-канале. Цитирую: «Как обычно бывает в таких случаях, искренне желаю удачи обеим сторонам». Конец цитаты. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев, тот самый, который недавно заявил, что все войны из-за рукоблудия, снова отличился. На этот раз его праведный гнев обрушился на Петербург. Город на Неве стал гнездилищем всех несчастий нашей страны. Тот самый Петербург, который Петр придумал по линейке, стал самым опасным городом страны. Проповедник посетовал, что с самого основания Петербург был городом, цитаты, где не было особо ничего русского, да и обитали там в основном чиновники и военные. Однако спустя время Петербург все же доказал свою русскость исключительно местными святыми. Но на этом комплименты закончились. Священнослужитель напомнил, каким зловещим местом был Петербург. Мол, там взрывали и подрывали, стреляли и бомбы кидали в губернаторов и градоначальников, ножи совали в жандармов. В общем, по его версии, город трех революций, цареубийц, террористов, ну и, конечно, гнездилище всех несчастий страны. Местная епархия в ответ Ткачеву напомнила, что Петербург – это не только революции, но и крестные ходы, и даже побольше, чем в Москве. А самому Ткачеву посоветовали, цитата, «разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию». Просрочка по ипотеке в России взлетела почти на 60% по сравнению с 2023 годом, достигнув 108 миллиардов рублей. Москвичи, как водится, впереди. Они накопили 18 миллиардов рублей долга. Но Петербург, Подмосковье и Краснодарский край тоже не отстают. Некоторые заемщики оказались в особенно сложной ситуации. Не накопив на первоначальный взнос, они были вынуждены брать потребительские кредиты с высокими процентами. Теперь же выплачивать их становится все труднее. Покупка недвижимости для россиян стала фактически недоступной. Льготную ипотеку отменили, а рыночные ставки взлетели аж до 30%. Впрочем, для чиновников послабления все же оставили, так что хоть кому-то повезло. Первый однополый дуэт в фигурном катании. Пока, правда, только в шоу. Фигуристки Мэдисон Хаббл и Габриэла Пападакис образовали первый женский дуэт в фигурном катании. Они не исключают в будущем участие в официальных соревнованиях, а пока выступают в рамках шоу-программы в нескольких городах Швейцарии. Что ж, друзья, у нас на этом все. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Подписывайтесь на Telegram, туда мы дублируем весь наш контент, в том числе в формате аудио, чтобы вам было удобней. Берегите себя, всего доброго, пока.